Эгегей! Всем доброго времени суток! Это канал Играем в ретро-игры Экей Ретрор и новая рубрика пасхалок, фактов и багов «Барабанная дробь» в ретро-играх. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек или чего покрепче. И могу вас сразу обрадовать, в каком смысле пусть решает каждый из вас. Но будет много разных плюшек из серии игр Grand Theft Auto. Да-да, та самая GTA, в которую мы любили поиграть после или вместо школы, работы или института. А кто-то и до сих пор играет. В каждом выпуске будет по 5 фактов, пасхалок или багов. Ну, можно не тянуть кролика за его пасхальный Я хотел сказать, не будем тянуть кота за хвост и начнем. Итак, первым будет небольшой факт, но скорее всего не все о нем знали. Так вот, в игре Comic Zone, где главный герой Скетч Тернер попадает в комикс, он может использовать один мощный и слегка нечестный прием. Для этого удерживайте клавишу удара, и вы увидите, как Тернер начнет открывать страницу и делать из нее бумажный самолетик, который похоже порождение безумных инженеров Австралии. И вы узнаете почему. Однако при этом у него самого отнимается здоровье. И вам стоит пригнуться, потому что самолетик потом возвращается назад и может превратить голову Скетча во Всемирный торговый центр 11 сентября. То есть раните Скетча тоже. Теперь перейдем к багу в игре Mega Man. Это весьма читерный способ убивать боссов и обычных врагов игры. Хех, сегодняшний выпуск для нечестных игроков. Но никто же не будет читерить, честно? Дело в том, что когда вы стреляете очередью в какого-либо босса, вред наносит только первый снаряд. Если вы выстрелите очередью и будете быстро нажимать кнопку паузы, она же кнопка Select, то вы не только будете ранить его каждым снарядом, но и одним и тем же несколько раз. Это особенно эффективно, когда вы используете медленные и мощные атаки, и вам не придется тратить много энергии, мои ленивые котятки. Раз на канале сейчас есть серия роликов про Ultimate Mortal Kombat 3, то почему бы не взять оттуда секрет? Возможно, вы знаете, что при вводе комбинации 4-4-4, 4-4-4 на экране Versus, не этот Versus, а тот, когда вы играете против второго игрока, игроки превращаются в разных бойцов во время драки, Экей Шансунг, только случайным образом. Иногда появляется Смоук, но в виде ниндзя. И если убить им противника в конце последнего раунда, при условии, что второй игрок не нажмет кнопку Start, то тот, кто играл за Смоука, будет играть против компьютера. Но есть и более простой способ. Им можно пользоваться в игре на двоих сразу же. Вам нужно выбрать обычного Смоука и перед самым началом раунда зажать кнопки X, Y, Z, B. Теперь сбылась мечта многих. Вы ниндзя и вы можете легально дымить. А что насчет GTA San Andreas? Но я же предупреждал. Этот баг я нашел на канале Ash King. В общем, существует возможность прыгать на велосипеде, любом, очень высоко. Привет, Австралия! Для этого нужно иметь полуавтоматическое оружие, то есть из которого можно стрелять, находясь в автомобиле. И, конечно, велосипед, желательно BMX. Когда вы прыгаете, то в определенный момент вам нужно нажать кнопку выстрела. Примерно вы можете видеть в замедленном режиме. При этом вам не обязательно выстреливать из-за этого оружия. Главное вовремя нажать кнопку. А вы знали, что в школе из игры Silent Hill использовалось много элементов декора из фильма со Шварценеггером? Нет, не из этого. И не из этого. Вот из него, детсадовский полицейский. Так вот, для сравнения, например, вход. Обратите внимание на эту дверь. Она часто используется в школе Silent Hill. А как похож орнамент на полу? Правда, в фильме есть и другие покрытия, но возможно разработчики решили не пихать лишние текстуры в игру. Вот медкабинет воссоздан почти точь-в-точь. Так, кто это сюда поставил? Медкабинет воссоздан почти точь-в-точь, только вот зеркально отраженно. Вот вход. Вот шкаф с медикаментами, а вот и письменный стол. Все на своем месте. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи!